Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, что важно знать. Вот такой вопрос зададим. И, конечно, будем реалистами. Если нас объединяет один знак зодиака, увы, он не расскажет о личной истории каждого. И об обстановке тоже не расскажет. Мы попробуем охватить все сферы нашей жизни. Но я так думаю, что в первую очередь ваша интуиция как раз и метафорические образы карт, почему нет, помогут какой-то пазл сложить или принять важное решение. Хочу еще добавить то, что с 4 числа Венера, ваша Венера, мои дорогие весы, входит в знак зодиака Льва. И это немножко по-другому выражается. Это, знаете, новый вкус к свободе, ощущение романтики, желание мечту свою воплотить в жизнь. Это где-то флирт, это какая-то игра, которая может нас завораживать. Безусловно, это новое вдохновение и творчество. И я знаю, что среди вас очень много творческих людей. И вы, наверное, одни из немногих, которые умеют скрасить наши серые будни или увидеть в чем-то обыденном совершенно что-то невероятное. Поэтому я для вас и для всех желаю, чтобы для вас как-то это проигралось по-особенному. Ну, конечно, вопросы личной жизни могут быть на первом плане. И в том числе, кстати, Венера во Льве, ей может быть немножко так неуютно, но это шанс. Если, допустим, есть какая-то безответная любовь, так вот тот самый шанс взять себя в руки и где-то мужественно отказаться от такой безответной любви. Кому нужна или кого вдохновляет игра в одни ворота. Ладно, перейдем к нашей прозе жизненной. Так, что-то тут у нас выпало. И что нам нет? Все-таки любовь, мои дорогие, любовь. И какие-то возможности, туз жезлов. Туз жезлов – это то, что мы не ожидаем. Это то, что надо брать, как будто, да, дальше разберемся. И я вижу еще один старший аркан – справедливость. Будем честны с сами собой. Вот эти весы, как раз когда, знаете, мы смотрим на жизнь реально, но в то же время меч, когда мы отказываемся от чего-то и поступаем, наверное, по закону. И так вот, если обобщить, все то, что не нарушает закон, все приемлемо. И поэтому какой-то шанс, я бы сказала, мы не должны упустить. И у каждого здесь по-разному, но как будто есть человек или должен быть, мои дорогие весы, для тех, кто один или одна. Значит, нужно какой-то вот такой душевно теплый союз построить и не быть одному или одной. Факт. И весь мир перед вами, у ваших ног. По этой карте нет ничего невозможного. Подведение итогов может быть своеобразное. Все же это 21-й, последний старший аркан перевернулся. Ну, давайте все-таки продолжим. Может быть, кому-то важно услышать вот те переворачивающиеся карты, для того, чтобы процесс этот как-то по-другому или настроиться, или воспринять как-то по-своему. Итак, первая карта, что важно знать. Чего не избежать? Ну, или то, что как будто по судьбе, может быть, к нам идет. Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что нам будет помогать? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как видят карты. Денежки, финансы. Для кого-то Венера как раз может через финансы проиграться. И личная жизнь. Итак, что важно знать? Король кубков. Просто ваши партнеры по браку могут быть, потому что карты двора как раз. И не важно, что у нас выпал король, энергетика карты такова, что она просто говорит о наших партнерских отношениях, которые либо мы проживаем вместе, какое-то общее хозяйство ведем, либо это мы семья. Либо для кого-то из вас те отношения, которые могут выйти на другой уровень. Если была какая-то дружба,
вполне вероятно, для кого-то будут разговоры конкретные о том, как де юре оформить ваши отношения с учетом вот той справедливости, которая нам перевернулась, правда, может быть какие-то юридические оформления, а для кого-то это может быть еще, знаете, дела, которые связаны с вашей семьей или с вашим партнером, именно тоже в личной жизни. Может быть, что-то тут у него меняется, и следом у вас будет изменение. Но и надо сказать, ведь король кубков, если мы так вот возьмем карту, да, энергетику, он умело лавирует между двумя сферами жизни. Это где-то наши чувства и все то, что касается не только личной жизни, а то, что нас, знаете, как будто цепляет эмоционально. Вот этот кубок, куда он прячет свои эмоции в то время, когда ему нужно переключиться как раз на вторую часть, материальную. И он словно, надеюсь, видно, он словно находится на постаменте, а вокруг него бушуют волны, и рыба плещется, это знак благополучия, и корабль, один из символов Меркурия, когда много общения. Он открыт миру, он общается, он достаточно дипломатичен и чаще производит впечатление человека доброго, добродушного, готового быть открытым миру, открытым к общению. И правда, многие как раз любят общаться, но это не значит, что он скажет всегда то, что он думает. Нет. Есть скрытность, безусловно, по этой карте, и вам, видимо, придется где-то переключаться через все вот эти энергии, когда будут важны, может быть, для кого-то вопросы переезда или ваша отправка куда-либо по делам. У кого-то это может быть смена места жительства, у кого-то, да, рыба мы говорим, решение финансовых вопросов, у кого-то про любовь, у кого-то вот именно тот материальный базис, который я сейчас создаю, это тема номер раз. И в зависимости от того, чем мы занимаемся, мы словно добавляем эти эмоции, да, если про личную жизнь, либо становимся очень хладнокровны и проницательны, но непроницаемы, мои дорогие весы, когда это необходимо. Придется, видимо, жизнь наша не бывает в одном каком-то ритме, чаще какие-то дополнения к ней приходят, и пойдем по ситуации, вот и все. Чего не избежать. По карте звезда это выбор правильного направления на лет 10-20. Вот, наверное, как по Плутону. Мы сейчас закладываем словно свое благополучие на долгий срок. И у кого-то здесь это как вдохновение или ваш какой-то творческий процесс, который в последующем будет для вас иметь какое-то очень такое глобально важное значение, рассчитанный на долгий период времени. Буквально, может быть, ваше творчество, ваше ремесло, то, чем вы занимаетесь, или то, что мы планируем. По этой карте, опять же, какой-то переезд, смена сферы деятельности, смена работы, работа в интернет, работа с большим объемом информации. Я почему перечисляю? Потому что у каждого какая-то своя история. Чтобы вы понимали, насколько многогранный вот этот старший аркан, и он говорит нам и о том, что сияйте как звезда. Для кого-то это вопросы имиджа, они тоже будут стоять на первом плане, потому что много общения, и люди нас встречают по одежке, или какой-то первый наш образ, он сохраняется в памяти, в сознании у человека, а люди думают стереотипами, и значит, нам нужно правильный какой-то образ создать. И для кого-то это тоже может быть важно услышать. Поэтому чего нам не избежать? До каких-то перемен. Всегда карта звезда символизирует, что что-то будет меняться у нас, или мы сами инициируем какие-то перемены. Нам хочется другого качества жизни, нам хочется, может быть, мир посмотреть, себя как-то изменить, или изменить, если сейчас какая-то рутина нас затянула, вот выйти из этого серого состояния, и мы не избежим каких-то перемен, это правда. Нет ничего невозможного по этой карте. Давайте мы посмотрим. Ох, чему сейчас не время? Вот интересно. Конечно, любви время всегда, но, видимо, успокаиваться на достигнутом, тем не менее, не время.
Но для большинства из вас, чему сейчас не время, нет ничего такого, чему бы не было сейчас времени. И время для любви, и время для вдохновения, и время строить планы на будущее, особенно друг с другом, если вы в паре или с вашей семьей, какие-то видеть, может быть, новые горизонты. Для тех, кто один или одна, время любви дважды, трижды, ну, может быть, в 10 раз даже, все-таки 10 кубков. Значит, нужно, наоборот, подумать о том, чтобы я был счастлив. Нет каких-то преград, нет каких-то барьеров, нет, в принципе, того, чтобы нам помешало, понимаете? Ведь это еще позиция, когда мы смотрим, что может быть как бы препятствием. Да нет этих препятствий. Наиболее благоприятный момент. Другой разговор, что переключаться где-то придется перед такими вот разными энергиями, решая вопросы ну, нашего бытия, то, что больше с материальным подсмыслом, и то, что касается чувств. Давайте мы посмотрим, а что нам будет помогать. Ну, вот так. И здесь все то же самое. С одной стороны, это может быть как какое-то чувство очень сильное, буквально страсть и физическое притяжение. С другой стороны, материальные вопросы. И надо сказать, что по этой карте проигрывается как раз все то, что мы имеем на нашем земном уровне. Это комфорт наш, это наше благополучие в квадрате. Может быть, решение финансовых вопросов или какой-то перспективы на длительный период для вас будет тоже очень важным. Но все-таки нам помогает 15-й аркан. И это в первую очередь говорит о нашей прекрасной физической форме, о том, что у нас хватит сил для того, чтобы решить любой вопрос, о том, что успешными будут, в принципе, вопросы к решению как и финансов, так и личной жизни. Единственный момент – контролируем свои эмоции. Дела, работа, бизнес. Много чего непонятного. Карта Луна. Не стоит больше идти где-то по чувствам, если они вас переполняют, как ни странно, да? Все-таки чувства – это очень сильные эмоции, а интуиция – это где-то наш опыт, который был пережит нами, и нам карта говорит, какую-то ошибку мы не должны точно повторить. Это карта мудрости еще. Мы должны словно предвидеть на пару шагов вперед, но не делать больше одного шага за раз. Я не могу сказать, что на этой неделе мы должны ускоряться. Здесь самое главное будет себя не поставить под какой-то удар, тем не менее. И поэтому что-то важное может стоять на кону, но еще какие-то тысячи неопределенностей. И значит, смотрите, какие-то вопросы, если мы перейдем к конкретике какой-то, могут становиться словно на паузу. Это как документы или вопросы по работе. Нам что-то пообещали, но словно не да и не нет, а мы чего-то сидим, ждем. И вот может по 15-му аркану может быть такая ситуация, и тогда, тем не менее, на этой неделе мы словно баланс какой-то, ну, сложно будет провести. Нам говорят, если нам что-то на данный период времени не видно или что-то не определено, вряд ли мы тут что-то можем изменить. Вот почему-то Луна – это всегда сумерки. Нам лишь карта говорит, что надеемся сами на себя, и через какой-то период времени будет либо дополнительная информация, либо прояснится какой-то конкретный вопрос. Тайное станет явным, такое тоже может быть. Будьте аккуратны, единственное, у кого, ну, какой-то любовный треугольник. Тут потом впоследствии мы о чем-то можем пожалеть, и действительно тайное станет явным, или то, что мы скрывали, где-то потом может выйти на поверхность. Вот здесь надо так себя аккуратно позиционировать. О себе много не рассказываем, это точно. И не делаем, повторюсь, больше одного шага за раз. То есть что-то мы совершили и должны осмотреться, проанализировать какую-то ситуацию, избегать еще один момент большого скопления людей. Когда карта Луна, бывает такое, что как фраза «меня несет толпа». Когда мы словно собой не можем владеть, мы не можем влиять на какую-то ситуацию. И поэтому просто избегайте вот таких масс народа, чтобы, ну, наверное, вот искусство этих мелких шагов вы просто могли осуществить. Ведь когда мы
не управляем какой-то ситуацией, мы можем совершить ошибку. И это может быть дважды от того, что мы поторопились в чем-то, да, или пошли на поводу у своих эмоций. Но карта еще не говорит о том, что это ошибка какая-то глобальная. Но оплошность какая-то у нас как будто может быть. Поэтому я бы сказала, позвольте событиям развиваться так, как они развиваются, мои дорогие весы. Видимо, не для каких-то глобальных свершений эта неделя или для каких-то заявлений, когда мы какие-то вердикты выносим. А вот продумывать как будто стоит, анализировать великолепно, выбирать какое-то для себя правильное направление на длительный период, идеальное время. Но вот проводить демаркационную линию, наверное, нет. Подмечать больше, рационально анализировать как поступки людей, так и сказанные людьми, так и обстановку вокруг вас. Что у нас по финансам? Еще раз карта Муза. Может быть, такое же захватили настолько чувства, что сложно удержаться. Если вы человек творческих специальностей, вот очень хорошо эта карта проиграться, ваш проект будет словно поддержан кем-то. Это может быть еще и встреча человека, которому вы интересны. Интересно ваше творчество и буквально материализация ваших или монетизация вашего либо ремесла, либо какого-то творческого проекта на будущее. Ведь принцесса кубков, посмотрите, рядом с ней находится кубок, а из него выглядывает рыбья голова. И если у нас рыбы плескались на фоне карты король кубков, поднесу поближе, надеюсь, видно, и принцесса кубков, вот это самое материальное благополучие, как будто приходит к вам через вдохновение, через ваше творчество, через, может быть, ваш какой-то новый проект или то, чем вы занимаетесь, и оно вас, ну, как пусть даже работа, пусть даже обыденная какая-то работа, но вы ее любите, и она для вас не какая-то, знаете, обыденность или то, когда ноги нас не несут на эту работу, а именно нужно заниматься чем-то тем, что вас вдохновляет и радует. Вот как будто там деньги тоже ваши. Нам обе карты об этом хотят сказать. Хоть нам и не сказали о непосредственном получении денег, хотя как раз может проиграться 15-й аркан, как какие-либо подарки или те деньги, которые к нам приходят неожиданно. Может быть такое. Может быть деньги нашего партнера, которые приходят. И тоже как-то вас это будет в целом, ну, по крайней мере, не обременять финансовые какие-то проблемы. Нам об этом говорят. Все стабильно. Но и о том, что мы какой-то куш большой получаем, по принцессе кубков сказать я не могу. Здесь мы можем что-то сделать для себя важное, опять же, на перспективу. И что в личной жизни праздник. Ну вот праздник вдохновения на всю неделю, мои дорогие весы, как будто это вот в основе всего лежит. Но это еще и четверка жезлов, о чем нам говорят. Мы должны стремиться к стабильности. Мы должны этот праздник продлить на долгий период времени, не одним моментом радоваться. Наша задача контролировать все то, что происходит вокруг нас. Мы не должны рисковать собой. Это карта якоря и каких-то возможностей. Эта карта приглашает нас разделить праздник с друзьями. У кого-то буквально пройдет какой-то праздник, может быть, в вашей жизни, может быть, партнер ваш, да, дни рождения какие-то, или какой-то ваш проект будет одобрен. Это тоже повод разделить свою радость с единомышленниками. Но вообще позитивная неделя по всем сферам жизни. И самое главное, в чем-то, я бы сказала, не переусердствовать, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя. Я же вам желаю быть счастливыми и любимыми всегда.